Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling it? Kiss me, are you in it? Don't say what you're saying, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave with me. I know you're bored. How does it feel to... Всем привет, ребят, меня зовут Владимир, вы на канале Инновски. Я тебя приветствую на стриме по зайчику, по 4 голове зайчика. Но она, конечно, удивительная. Удивительное здесь все. Во-первых, у меня несколько раз слетали загрузки. Во-вторых, сегодня уже до начала стрима игра как бы была запущена. Все опять слетело. Звук слетел, все слетело. И если сейчас не запустятся загрузки, то мы с тобой вместе будем запиливать заново все решения. Короче, ё-моё, Варс, привет, Ирина, Луна или Луна, привет, Линкольн, Сиджей, Рома, Неч или Нич, привет, Косимус, Филчик и просто Альфред, здорово. Короче, 4 глава вышла. Блин, зачем я это сделал? Сразу тебе говорю, 18+, какое-то мясо, очередное какое-то, возможно, даже слишком, но 18+ установили. Я слышал, что разработчики говорят, или не разработчики, кто-то говорил, что якобы, да чё там, блин, одна сцена насилия, там сразу 18+. Ну, что-то я вот смотрю, мне там спойлеров накидали уже под разные вот эти, да, и что-то там как будто бы слово мясорубка подразумевает немножко больше, чем просто одна сцена насилия. Поэтому, если ты тревожный, если бабаек сильно боишься, если мамка запрещает, да и сам не дурак, то смотри, короче. Под собственное ответственность 18+ на видео поставил, монетизацию всю поубирал, короче. Смотри, если будешь, если сикаешься ночью, то глазенки вот так иногда, вот так смотри, короче. Вот, Богдан, привет, ничего себе. Вебка бледная, вот это да, вот это замечание. Так у нас игра бледная, я что-то побледнел с утра, ну все, короче. Все, ты приготовился. Чаек налил, памперс подзатянул. Все, давай, смотри, аккуратно будь. Значит, остановился я вчера специально, пока снова подбивал эти самые сейвы. Прям тебе фулово на стык, где они кружились, веселились в лесу. И тут жах-бабах, я узнал, что улыбается все мне, я улыбаюсь всем сам, а звука нет почему-то. Да, и заканчивается именно тем. Вот здесь, бам, обычно писали типа, все, давай жди 4 главу, а тут Романыч нам говорит, смотри. С вами полетаешь, сонно подумал я, отклеивает подбородок от парты, который присох, видимо, на слюни, сопли и все остальное. А вообще звук нормально? Ты если что, пиши, я добавлю тебе звука. Потому что я себе это, конечно, накрутил. Модераторы, звук нормально, в конце концов? Че я вообще спрашиваю у чата? Мышцы слегка ныли, но я был приятно... Но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь слонялись, слонялись по классу, передавали друг другу записки, шушукались.
Норм сколько норм? Добавить сколько добавить? Пишите в процентах, господа. Это прохождение... Это прохождение типа хорошей концовки. Их физиономии казались выцвевшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Так, на 5% громче. Ну, какие вы душнилы. Ладно, давай. 5%. Чик. Все, теперь перфекту просто. Теперь просто перфект. 4%. Я понял, спасибо. Ну, понеслась. Блин, ну, я себе громко сделал. Если будут скримеры, я тоже буду сикать. Возможно, и почти наверняка это был сон. Потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенно утром с чаем и таблетками. Тихо была озвучка? Голос был тихо. Голос добавить? Давай голос добавим. Да ё-моё, началось вот это все. Все. Ну тогда со звуком сразу добавим. Че уж там. Давай вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот. Блин, громко себе сделал. Ну ладно. Но меня мало это меня мало тревожило разумное объяснение ночным кошмарам. Ведь я пью таблетки, а иногда и не пью. Куда важнее было чувство полета. И запах помета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скакать на луну. И скалиться на луну. И смотреть... И смотреть на Раму. Чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. И вот тут было Катя! И все. Ой, или это сейчас будет? Спойлер. Катька пропала. Сон как рукой сняла, я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Вот тут было Катя! А Катя будет? Пропала Катя, Смирнова Катя, 12 лет, ученица 6 Б. Последний раз Катю увидели днем, 16 января, на школьном дворе, рост примерно 155, глаза зеленые, волосы, глаза вообще-то черно-белые. Волосы светло-русые, худощавое телосложение, была одета в куртку с капюшоном на меху, собственно, на Катином меху, вязаная шапка с помпоном, белый шарф, особые приметы, носит резинку. Всем неприятно, и сообщите, пожалуйста, если найдете. Админ, привет. А вот и, наконец-то, 4 глава. Бьем копытом Озим. Озим, если тебя зовут Озим, мы о тебе бьем копытом по тебе. Так. Бяша подсел к нам озабоченно, кусая губу. Тосик, ты почти в этом сраном лесу живешь. Так. Вчера ничего странного не видел, да? Блин, класс, озвучка есть. Читать не надо. Как я кайфую. Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Я тоже. А я Повезло, тоже. что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Озвучку громче, давай озвучку. Реально. Реально, озвучку-то мы любим с тобой. Ну я не знаю, давай вот так. Пойдет вот так? Уже я не знаю. Ну давай максимум, ладно уже. Уже все. Озвучка. Мы ценим ее. Поехали. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. Ни хрена себе орет, не? Ладно, я себе потише тогда сделаю. А то на месте Катьки оказались бы мы. Или это слишком громко? Артем Чинных, да ладно, что ты прям? Твоя фантазия, ее никто не переплюнет. Конечно, если ты навыдумывал себе, то вот это вот все. Да, смотрите, модераторы сегодня злые, голодные, могут за спойлеры бить по жопе сильно ногой. Давай чуть потише делать, что орет прям на ухо. Прям. Ты еще себе тоже прибавь чуть-чуть, да и все. День защиты детей, кстати, да. Отличный день для стрима про насилие над детьми. Я что сказать хотел, да? Говори, на, что ты? Я кое-что слышал. Блин, озвучка Бяши немножко изменилась, не? Этим утром я, как обычно, в школу шел. Вдруг слышу плач за деревьями. Девчати. Сечетина. Я тебе говорю, озвучка Бяши изменилась. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Ну такое, как будто бы отдельно, как будто бы озвучивали спустя 1,5 года. Погромче сделай, Филчик, прибавь себе на телефончике звукана, ты чё? Утро у нас не лучше ноти. Темно, как
как в зопе. Темно, как в допе. Вдруг это Катька была, а? Конечно, мог бы. Я выбрал пацанов. Выбор был за пацанов. Мы выбрали Кстати, напоминаю тебе, мы выбрали, у нас была типа добрая концовка, мы типа всем дали по щам, всех выиграли, там в камень, ножницы, бумага, в что-то еще. Выбрали мы пацанов и выбрали мы Алису, то есть мы за Полину вообще не топили. А главное, вместе таком паршивом в буреломе, что неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю на! Сам слышал! Зуб даю, это да. Актуально для тебя. Репутация. А вы уверены, что Катя действительно пропала? Ну вон объявление уже висит. Ну, кстати, объявление обычно дают через сколько? Через сутки или через неделю, блин? Ну, короче, довольно быстро дали. Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Ну вот, это вряд ли, конечно, могло произойти. Куда она класс оставит? А где Тело контрольное на! А где замена? Громко! Сиджей, тебе что громко? Не понял я тебе. Ничего. Я громко? Как пить дать, пацаны, это Катька в тайге стонала. А значит, и до нее маньячела добрался. Мой голос громко? Да ё-моё. Лолочек, привет. Мой голос громко. Все, давай я подальше буду. Ты чё? Вот так. Буду потише. Потише тебе шептать. Я вспомнил Катю. Такую красивую и такую подлую. Нормально? Никого не глушит? Меня вроде нет. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. О! 18+ подъехала. И такой взгляд, типа, да. Ты знаешь. Первая сплетница, змея, гадина, тварь, паскуда. Бяша загибал пальцы. Сенечка, Вова, Семен, Катя. Да. 4 человека, да. Я тоже среди них пропал. Рома хлопнул ладонями по парте. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. О, мой любимый саундтрек. Е. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. Да это братство Альтрона просто. На Команда. остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Я не понял. Теперь что? Роман мой любимый персонаж? Что происходит? Как и Полинку. О, ну подожди, мы здесь с ней ничего не это вообще. Угу. Мы с глюками встречаться будем. Пусть у вас с ней все получится. О, я не ждал такого поворота. Я и думать забыл, что мне когда-то нравилась Полина. Так она... ну окей, там игра нас толкала на это все. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка. Алиса. Вот к этой концовке мы и шли. Алиса. Нас интересует Алиса. Алиса Милано. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради, выводя пики сосен в две крошечные фигурки, летящие между коронами и полной луной. Ага. По предплечьям бежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот. Алиса не гадина, Алиса это мой глюк, скорее всего. Я так думаю. Антонов, точнее, ну и мой тоже. И было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. Музыка тихая? Так музыка что, не на максимум? Давай чуть-чуть прибавим. Блин, ну сегодня просто фэн-шуй до миллиметра. Вообще без спойлеров, господа. Ничего не спойлерить. Все. Я буду стараться не читать. Точнее, буду стараться читать, но если буду видеть что какую-то ерунду, буду не читать. То ли вес украденного перстня, то ли тяжелые взгляды исчезнувших детей на доске. Эти самые, как они называются? Доказательства, ну не доказательства, вот в этот наш ящик. Мы собрали варежку, кассету, перстень, номер полицейского с холодильника и вроде все. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. А еще на мужика, который с зайчей губой, мы тыкали 3 раза. Рисуешь?
смысле? Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто бы что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Это сейчас будет превьюшка? Превьюшка. Полина облокотилась на парту. Господа, это превьюшка. И дамы. Поехали. Я уже забыл, какая она легкая, изящная, словно скрипка. Такого не было. Такого арта не было в предыдущих частях. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины порхает на ветру, как звезды искрятся во все стороны, и она удивленно спрашивает, не сон ли это? Ну не сон ли это все? 4 глава вышла. А я отвечаю, мол, какая разница? Лицо Полины снова помрачнело. Саша и Влад Шоколад, привет. Вы что, вдвоем с одного аккаунта чилите? Уже слышал про Катю? Да блин, вон она на доске висит. Конечно, я видел про Катю. Ужасно. Да. Yes. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Мне так тяжело теперь реагировать на их эмоции, потому что я играл в Other Story, и там говорилось, что они как бы лучшие подружки, по крайней мере, были. Ну, короче, такое. Ну, допустим, были подружки, но потом что-то пошло не так. Полина покачала головой. Я чудовище, да? Да. Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, которых я встречал. Но для меня, увы, только на 2-м месте. Of course. Потому что мне нравятся такие вот. Но вслух ничего не сказал, потому что я сыкун. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Санек и Влад Шоколад, меня зовут Владимир. Ноздри словно уловили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Да, и кто-то сейчас читает чужие секреты. О, ты, конечно же, действительно чудовище. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветки поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Фу, сучками? Надеюсь, ее найдут. Естественно. Естественно, ее найдут, и найдут самые плохие люди. Я не понял про Катю, она говорит, или про тетрадку. Конечно, про тетрадку, что нам Катя? Катя-то нам что? Хотел уточнить, но видел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Конечно, блин, 1,5 года прошло, мы головой это ждали, он уже вырос, он уже 8-классник. Я пригладил волосы удивленно, Ты не выспался. но авторы этого не нарисовали. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я бубен. Я подумал о флейте, струящейся между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Of course. Что ты? Вчерашний разговор длиной в 1,5 года. Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживаю ли этого доверия. А может, погуляем после уроков? Давай, погнали. Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Да погнали с дедом. Если он нормально себя чувствует, погнали с дедом прям. Ее волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чар к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. Блин, нас игра снова провоцирует на романтику. Антоха, ну мы выбор сделали, давай как-то группируйся. Зачем мы выбираем другого человека, если Антон такой... О, Полина. Мы такие, Алиса. О, да, Алиса. О, Полина. Да блин, камон, давай уже это, ну, Почему что-то бы и нет? Давай. выберем кого-то конкретно уже. Тогда после алгебры на заднем дворе. Деда бери с собой, деда бери. Она привстала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Пробормотала, гадая. Что-то из Мусорского. Да я весь... Я весь из Мусорского, я ем из Мусорского и хожу из Мусорского. Нет, пожалуй. О! Погнали с дедом Ромки.
И ушла, а вместо нее в проходе вырос Ромка. Он плюхнулся ко мне за парту и зашептал на Ты с ухо. ней говорил? Да я ее трогал. 18+ серия, камон. Бяша проковылял к нам, но Рома осадил его сердитым взором. Беш, отвали на пару минут. Опа. А тот обиженно поджал губы и скрылся из класса. Рома опять повернулся ко мне. Ну, говорил или нет? Да говорил я с ней, что ты Она что-то тупой, что сказала ли? про меня? Конечно, мы только про тебя разговариваем. Ты ж дед ее. Тебе лучше стало вроде. Мне хотелось улыбнуться печально и обреченно. Ромка, капитан команды Вольтрона, был влюблен, действительно влюблен. Но не знаю, я не уверен. В его взгляде кипела надежда, мольба, тревога. По крайней мере, нам не показывали, как он бешено... Ну, хотя, я не знаю, такое. И это делало его совсем наивным мальчиком, который оградился от мира спортом, резкими движениями и холодностью. Мог ли я передать его сейчас, когда он так уязвим? Предать. Мог ли сделать правильный выбор в ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлившись. Она спрашивала, где ты будешь после уроков. Да, ты где будешь? Блин, крутой саундтрек. Не могу прям. А его лицо стоило того, чтобы соврать. Оно буквально светилось от счастья. Антоха, ну куда же ты лезешь? А Зачем? ты что? А я ей говорю, Сказал, что ты будешь на заднем дворе. вот это я говорю. Ромка взволнованно облизнул губы, вцепившись мне в запястье, и я испугался, что он сломает. Ну, Тоха! Ну, спасибо, друг! Блин, Антон, что ты мутишь? Погнали скорее готовиться! Зачем тебе это? Ща мы закатим такую шоу-программу, что прям ого-го! Блин, я надеюсь, вас разоблачат. Он пошел к ворчащему в коридоре Бяши, а я, оцепенев, уставился в пустой стул Полины. Только что я променял одну дружбу на другую. Ой, я 1,5 года об этом думал, знаете. Все-таки, да, Антон переживает как шестиклассник. Наверное, тут как бы вот, ну, зачем вот это так сильно волновало? Ну, наверное, в этом есть шарм этой игры. Вот это вот романтика перегибающих школьников. Осталось лишь надеяться, что я не прогадал. Кого гадал? Ты такие галлюцинации видишь. Эхо звонка металось по мрачным закоулкам школы. Кстати, непонятно, это фантазии или глюки. Вот это непонятно. Опа, це снегопад. Наспех застегивая куртку, я выпорхнул во двор. Синоптики не соврали про пророча метель. Пророча. Ты писал хоть раз слово пророча? Я когда вижу некоторые слова, я такой кудача. С севера наползало свинцовое облако. В нем клокотал могучий рев. Уф. Надо больше сложных слов читать. Дети вставали спиной к ветру и смеялись, когда порывы толкали их по катку. Вьюга уносила смех в фиолетовую даль. Какие описания крутые. Опаце. Ромка бросился ко мне, как только заметил на привычно пустом пятачке за школой. Готов? Точно не сдрейфишь? Я уже сдрейфил. Ты слышал? Я из мусорского. Второго шанса не будет. Блин, Рома, ты, конечно, такой кринж вообще. Я сейчас чувствую, будет шлящ полный вообще. Я не был готов абсолютно. Слушайте, а стоит ли нам сохраняться? Мне кажется, сейчас что-нибудь начнется. Он с букетом, ё-моё, ладно. Ладно, все, никто ж не знает, что делать. Понеслась. Живот покалывал, требовал убираться. Не ввязываться в заранее проигранное дело. Но бросить Ромку на полпути я уже не мог из принципа. Естественно, ведь я же принципиальный человек. Ведь мне в 6 классе, сколько мне, 12? Не помню. Тем временем, загибая испачканные в чернилах пальца, судорожно пересчитывал реквизит. Букет Ага. есть. Так, Маньяк присутствует. я? Он маньяк. Чё там ещё? Я маньяк, он герой, все, я понял. А что с моим образом? А где Бяша? Бяши больше нет. Где мой топор или там Доставай заточку, Антон. маска?
Опа, С. О, вот это, кстати, интересная ситуация. Мы, получается, сейчас накинем нашу Да не маску. гони, Тоха! Тоха, у тебя же Надень есть. ту зайчью, что с собой по жизни таскаешь. Ой, сейчас я как превращусь в ту маску из фильма Джима Керри. Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, ну это кринж, я тебе говорю. Она ж тоже не дура, узнает его по одежде. Шестиклассники, не делайте так. Я с недоверием поглядел на Ромку, но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянули за него в предвкушении. Вот он говорил, что он променял одну дружбу на другую. Вот это был не тот момент. Вот сейчас он променяет. Мне кажется, сейчас он променяет вообще все на все. Вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь облегчение, вытащив наружу мое настоящее лицо. Что? Это метафора. Вместе с ним пришло спокойствие, и колики улеглись. Мне вообще интересно, а откуда эта маска-то в целом? Ему ее Алиса же дала вроде, да? То есть, получается, Алиса не такой уж и глюк. Маска реально. Я вспомнил ощущение полета, невесомости, счастья. Блин, музыка такая, как будто бы мы сейчас в Блэкджек будем играть под наркотой. Тут же проблемы Ромки показались до зевоты мелочными и несущественными. Ромкиными, да, но сейчас появится здесь Полина. Давай, как репетировали. Только она появится. И все пойдет Я прегражу ей дорогу. по полной кринге. Ага. А я из-за тех кустов такой бац! И на выручку. Бац! И прям в позор. Только веди себя посмелее, Тошка. Ладно. Чтоб как взаправду. Естественно. Я постараюсь себя не сдерживать. Не сдерживай. Простой кусочек картона и шерсти нес в себе энергию, которая могла соперничать только с яростью метели. Я даже не представляю, что сейчас за тупость будет. И так, я без удовольствия натянул. Я не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх своих очков. Даже очки не снял. Как можно надеть маску на очки? Ну, по-уродски, вот как. Поправив его, чтобы глаза смотрели точно в прорези. Ромка исчез. А из-за школы вышла, оглядываясь по лесу. У меня такое чувство, что сейчас подойдет к этой маске и такая: Антох, ты чё? Это будет... О, господи. Футляр из-под скрипки был неизменно с ней. Сапожки скрипели на свежем снегу. Я не помню, чтобы эту главу анонсировали как самую смешную, но пока она самая смешная. Тучи проглотили солнце, а темнота обратила меня в длинный силуэт. В длинноухий силуэт. То есть мы сейчас типа... Окей, где-то, мы не перед ней стоим. С сомнением посмотрев в мою сторону, Полина начала огибать площадку. Хе-хе, значит не узнала. Блин, Антон, тебя не узнать, честно говоря. Я шагнул на перерез, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ней. Чё, серьезно? Ты случаем не потерялась, деточка? О, фу, шестиклассник, ты что? Хмурясь, она потеснилась к кусту. Реально не... Блин, ну ладно, окей. Ну, допустим, не узнала. Воу-воу, почему машина не на дороге? Машина на тротуаре, разойдитесь. Из-за них тут же показались чертыхающийся Ромка. Ое. Он неуклюже двигался боком, словно краб. Я бы даже сказал крабкор. И все так же прятал руку с цветами за спиной. Он как будто заточку там прячет. Эй, садист проклятый! Садист? Антон, спрячь волшебную палочку, блин. Пока я здесь, никто Ах. не обидит эту девушку. Блин, сейчас прикинь, Антон вцепится ему в шею и перегрызет артерию. Вот тогда я скажу: о, вау, это что-то новое. Понял? Ты! Я понял. Под маской я страдальчески вскинул бровь. Окей. В интонации Ромки было фальшивой и откровенно идиотской. На репетиции он отыгрывал в 100 крат уверенней. И сейчас Полина такая: Антон, вы чё? Но я не подал виду и, нагло схватив Полину за воротник, подтянул к себе.
Блин. Пальцы пробежали по ее шелковистым по ее шелковистым локонам. Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся. Чувства вседозволенности и безнаказанности захлестнули меня. С тех пор я ем детей. Блин, кошмар какой. Я намерился завалить Полинку на землю и таскать до синяков, пока несущая колесицу Ромка не научится актерствовать. Актерствовать надо мной. Актерствовать как надо, окей. Говорю, не тронь! Судя по голосу, Рома сыт. Но я не послушал и продолжил пьянее от собственной власти, от того, что растерявшийся Ромка мямлит себе под нос. Ну, хорошо. Действительно, он действительно мямлит. Действительно подсыкивает как будто. А я мог делать все, что угодно под покровом заячьей личины. Прояви терпение, Рохля. Блин, кайфовая ситуация. Блин, я хочу, чтобы конфликт закончился победой злодея сейчас. Это будет неожиданно. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. Антон, где вторая рука? Не пугай меня. Он реально сейчас обоих изнасилует и зарежет. У Ромки даже округлились глаза от удивления. И было видно, что какое-то время он пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспеченный герой хоть что-то предпринял, его опередила Полина. Так, что тут происходит? Блин, ну, походу, да. Походу... Пятифан, ты уберешь своего дружка? Черт, походу кринги. Флэшбэк. Полина наотмашь стукнула меня футляром, так что я мигом протрезвел. Я же... Хорош. Он мне... 2 додика, я в шоке. Думаете, я вчера на свет появилась? Да, мы так и думали. Бяша, небось? Или... Боже. Нет, Антон, просто убегай и скажем всем, что это был Бяша. Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску, ну или сквозь стену тупости. И даже в тусклом освещении я видел, как порозовела ее негодующее личико. Антон? Щет, это жестко. Вот не думала, что ты такой. Что ты тупорылый. Какая тупость. Я замычал, ища оправдания, втайне надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит. Но фиговейший из актеров пялился на сугроб и краснел от стыда. Спланировать такое шоу и так облажаться. Ай-яй-яй. Полина посмотрела на нас, сжав кулаки, и вдруг воскликнула. Клоуны! Дауны, я бы даже сказал. Крик-вердикт еще бился о школьные стены, как попавший в ловушку голубь. А Полина кинулась прочь от нас по заснеженному асфальту. Я считаю, это провал. Она плеснула тенью, словно в шлейфом платья, и скрылась за углом. О, крутая анимация. Это слезы. Это мои слезы от смеха. Ну или перхоть Ромки, я не знаю. Это фиаско, братан. Это не фиаско, братан, это просто, я даже не знаю, ну... Это даблкил. Я снял маску со вспотевшего лица, ветер остудил кожу. С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Ромка скрипел зубами, таращась под ноги. Депрессия. Она начинается вот здесь. Потерянный, подавленный, не умеющий, как и я... Не умеющий, как и я, встречать контратакой удара судьбы. Я видел, насколько ему плохо. Он готов был крушить все вокруг, биться лбом о бетон. Что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым. Почему у меня такое чувство, что он сейчас полезет к нему целоваться? Антон, перестань так описывать мальчика, это слишком. Что мешало ему жить? Решение прошло молниеносно. Я положил ладонь Ромке на плечо. Жди. Ой, Антон, вот в этой ситуации лучше Рил дать пережить эту ситуацию.
пару дней, а потом уже разговаривать. Если так случилось, догонять, даже не знаю, сейчас, наверное, было бы неправильно. По-любому там синяки на плече остались от этих всех опылененных ухватов. И кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину. Эхо повторило стук подошв. Скрипнувший футляр девочки покачивался, как хвост раздраженного животного. Полин! Полин. Она сбавила шаг, но не обернулась. Сейчас будет скример? О май. Ну, Полин! Ну, Полин. Показался ее хорошенький профиль. Чего? Так. Я поравнялся с ней, осторожно взял за локоть. Она не дернулась. Хороший знак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты все неправильно поняла. Of course. Полина убрала с лица прядь. Я подумал, что это что этот жест она могла подсмотреть в каком-нибудь фильме с Шерон Стоун. Голос ее оставался строгим. Что тут понимать-то? Так. Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. Так, а я подыграл, да, я придурочный. Ну, я таблетки пью, у меня справка есть. Никаких проблем вообще. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. А я не шут, я король шутов. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Да это моя, я сам делал. Ты чё, блин, нифига себе, творчество не оценила. Теперь я в обиде. Я вспыхнул. Ничего, она не гадкая. Но вслух Ты сказал. не поняла. Я вафля. Ты Ромке очень нравишься. Ой, дай я сейчас проспойлерю. Я не в курсе, но мне сейчас кажется, она скажет: а ты мне, придурок, и убежит. В ее взгляде проскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть, увезти в лес. Познакомить с моими новыми друзьями, тоже наркоманами. Чтобы флейта играла Полине, бы понравилась ее мелодия. Блин. Пожалуйста, давайте без шуток про флейту. Чтобы мы прыгали до небес выше облаков. И под приколоченным к небосводу звездами я бы рассказал Полине, как нуждаюсь в ней. Что она вода, а я умираю от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Да. Спасибо. И я притворился дурачком. Молодец. Мне? Молодец. Полина обиженно вырвалась. Все ясно. Да постой же, нравишься. Антон, в этом лесу больше нет деревьев, чтобы ломать еще больше дров, пожалуйста. Ты всем нравишься. Ой. Как плохо, Антон, как плохо. Ты всем нравишься. Но Ромка, он особенный. Да уже встречайся с Ромкой, Антон. Зачем вам Полина? Я вообще не понимаю. С лисой будешь гулять, с Ромой жить. Особенный лжец. Все красиво. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Да и вообще кайфовый тип. Я бы с ним в кино ходил. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. О, господи. О, господи. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да. Сбегите с ним вместе. Да куда угодно. А. Он обещал защищать тебя. Ну это хорошо. Блин, главное в этой игре не представлять, что ты это Антон. Особенно сейчас. Это, иначе ты, конечно, будешь грустный. Полина посмотрела в темноту за чертогами школы. Там был ветер и клубился снег. Ну это жестко. Это чувак такой... А что там по френд-зоне? Есть место, я бы там пожил. Вообще, мне не нравится. Вообще я подруга. И что теперь прикажешь? Ну... От его обещаний детей рожать? Зачем так сразу? Кто знает, что там. Для начала узнать поближе. Дать ему шанс. Ну, теперь Антон подруга уже, Шутки все. шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. О, какая Позволь каша. Ромке проводить тебя сегодня. Какая каша. Ну хорошо, в принципе, наверное, что-то в этом есть, но с другой стороны, блин, мы 3 главы строили какую-то очень размытую любовную арку, потом завафлились абсолютно и такие, а нет. С другой стороны, мы всегда выбирали типа тусовку ребят, а не Полину.
не обязательно было тогда морить вот эти все розыгрыши. Мог бы подойти к Ромке и сказать: Рома, я с ней нормально общаюсь, давай я просто вот это вот буду ей вкидывать и замучу вам свидание классное. Зачем вот это? Ну, короче, нормально, нормально. Не по вкусу вкусно, но по меркам 6 класса пойдет. Я говорила, губы мои немели, деревенело лицо. Я боялся, что голос выдаст истинные чувства. Так что, есть чувства или нет? Мы просто пытались их, как бы, ну, не переживать, я бы даже так сказал. Не то чтобы игнорировать. Слова были бритвами, которые резали мне грудь и гортань, высыпаясь наружу. Полина молчала бесконечно долго, а потом еще дольше. Она возмущенно сопела и барабанила пальцами по черному футляру. Прям через варежку. Наконец-то сказала, вздохнув: Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. ну, это кринж продолжается, короче. Вот, знаешь... Ну, чтоб не думал себе всякое. Ну, кринж продолжается, конечно. То есть, как бы... Да это ерунда какая-то. Если она любит его, она, судя по всему, любит его, и у них как будто бы, знаешь, есть химия, и она такая: да ладно, я пойду с Ромкой. Да ну это какая-то шляч. Я изобразил радость, хотя не мог я притворяться. Пожалеешь. Of course. Ты будешь рядом стоять, помогать Ромке, правильно? Костя, привет. Я брел обратно за угол, как обоссанная собака вслепую, шаркая по снегу. Потому что веки мои были плотно зажмурены, а сердце билось, как молот, вгоняя в душу гвозди. Где Бяша? А где Бяша? Бяши больше нет? Ромка сидел на корточках, взъерошивая короткие волосы. Она ждет тебя у ворот. Это кринги, конечно. Наградой мне было изумленное лицо товарища. Он вскочил, захлебывая словами. Опять же, в какой момент Ромка стал нам таким... Да блин, ладно, чё ты... Окей, допустим, кореш мой, вообще капец, братан. Совсем не тот замкнутый лидер, молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Тош, ты спас меня! Не совсем. Братан, да я теперь твой должник на века! Если ты такой кринжемет, вероятно, вы и расстанетесь через неделю. Тем более она тебя не любит. Вот и свою репутацию я, конечно, в помойку... Хочешь, я тебе тетрис подгоню? В помойку... А хочешь, научу рукопашным приемам? Да какие там приемы? Ты себя-то видел? Или... Го в кино просто с тобой сгоняем. Я мечтал об одном, чтобы он оставил меня в покое. Ну, тоже верно. Чтобы я мог стоять в тишине и смотреть, как колышется на ветру лес. Да. Вдыхать морозный запах с хвоей сквозь старую маску. Иди уже. Иди уже. А я посмотрю со стороны. Хотелось верить, что в случае с Алиной мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме нее у меня никого не осталось. Да, это странно. Разве что Оля. Она же в безопасности. Да. Ну, конечно, мой лучик света в кромешной черной тайге. Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу. Да? Ромка, успевший сделать несколько шагов, остановился и посмотрел на Я меня. хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. И таблетки принять не забудь. Мой приятель ухмыльнулся, сдвинув шапку на затылок. И что ты предлагаешь? Так. Сберкассу обнести? Ну, ты же этот самый. Нет, надо дур- просто поймать маньяка. Дурачок? А что там с Того, маньяком? кто в ответе за все эти похищения. И А. получить обещанную награду в милиции. Тоже верно. Ромка скривился, спрятав руки в карманы штанов. Ну, хорошо, спасибо. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Ну, если чё, мы его обворуем. Мы же тоже отморозки. Подарит максимум часы командирские и будь здоров. Меня утомило перерекаться с Ромкой. Поможешь мне? Да или нет? Секунд. Я сказал уже, мы команда. Ну все, что ты тогда? Куда ты, туда и я. Погнали тогда. Хорошо. Маску себе только сделать не забудь, а то ты без нее ссышь. А где Бяша, кстати? Понять бы, с чего начинать. Слушай, Там уже Полина замерзла. Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем. Так. Готов поспорить, это была Катька. Тогда я рекомендую ускориться в этом направлении, потому что, скорее всего, ее уже заметает снегом. Я весь собрался... Что? Я весь собрался, превратился в нерв. Катя.
как шажок к Семену, а от него к Вове. Поможем милиции арестовать убийцу, а проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе. А с ним уйдут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу. Ну и там и до Диснейленда, как говорится, недалеко, естественно. О, я наконец научу ее прыгать до небес с новыми друзьями. Антон, ну, прыгать до небес... Как тогда будем действовать? Возможно, под силу не каждому. Так сразу не скажу, да и время поджимает. Давай уже вали к Полине, ты чё? Давай пересечемся у дома Полины через час. Давай. Нет, лучше через 1,5. Как раз на дом Полины посмотрим. Знаешь, где она живет? Даст бог. Не знаю. Я вспомнил номер дома, такой подсмотренный в анкете Полины. А, тайком, Думаю, ага. найду. Давай. Отлично, мне пора. Давай. Только там не затупи, а то это будет даблкил. И Рома умчался и остался... Что? А я остался усмирять галоп в грудной клетке. Угу. Галоп в грудной клетке, хорошо. Что-то новое. Вот он ты. Быть может, теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится. Не, ну в принципе мы сделали движение сюжетом сильно. С помощью вот этого кринжа. Лузгающий семечки Бяша скривился, как только подошел к нему. Смотрите-ка! Фу, явился, не запалился. Наркоман, что ли? Бросили меня тут на. И трулили вдвоем. Голубки. Я тебе говорю, вот это тот еще ревнивец. Третий будешь. Эй, Сёна, команда Вольтрона называется. Ну. Бяша нахохлился, демонстративно отвернулся. А на минутку я задумался, взвешивая про себя. А пригодится ли нам помощь Бяши в поисках Кати? Или этот Ромкин прихвостень только все портит? Позвать, не звать. Слушай. Давай это самое. Богдан, зовем или не зовем? Не, я бы звал, конечно. Ну, типа, почему нет? Нифига себе. Он, смотри, на шухере постоит. Если надо будет убегать, мы его обгоним, его поймают. Убежим. Да? Я думаю, надо брать. Я думаю, зовем, конечно. Сиджей, ты чё, блин? А, кстати, да, давай сохранимся. Блин, реально, Санек и Влад Шоколад. Хорош. Это правильная мысль. Так, давай сохранимся вот тут. Ое. Ну, блин. Ну ладно, давай звать. Я вообще не вижу причин не звать. Но это выглядит как... Это выглядит как... как момент, в котором что-то может пойти не так. Типа... Знаешь, в таких интерактивах обычно возникают нелепые моменты, когда ты берешь Бяшу, он подскальзывается и там и умирает, и вы такие, о нет, и вы проигрываете, потому что вас обоих садят в тюрьму. Ну, то есть, нелепые моменты, но чисто вот так вот я не вижу причин его не звать. Ну, Бяш, не обижайся. Блин, я как будто подкатываю к нему опять же. Голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. Я как будто Ромина мама. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. А что у тебя есть? О. Блин, не фаты, блин, мог бы комиксы рисовать. Я передал Бяше доработанный набросок Вольтрона, огромного трансформера, собранного из 5 роботов и львов. Ничего себе! Это мне на! Продажная шкура. На рисунок продался. За рисунок. Спасибо, Антоха! Уважил! Уважил братана. Да чего уж чё. там. Да чё уж там, 18+ серия. 1,5 часа встречаемся у Полининого дома. Пососемся, в Ромку подождем. Намечается срочное дело. Естественно. Зубов у тебя уже нет. Бяша аж порозовел на радостях. Чем будем заниматься? Да, Бяша, блин. По секрету скажу, ты чё? Стрим идет. Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Но кое-что у меня всегда про запас. Стараемся не пропасть без вести. Погнали. 3 мушкетера ачивку дали. Впервые ачивка вылезла сверху, а не снизу, кажется. Ну, за долгое время. Но ты не видишь этого. Самый длинный 1,5 часа в жизни, словно миксер. Размололи мой мозг до жидкой какашицы.
Что? Одни тревожные мысли нахлестнулись на другие. Кстати, а что-нибудь вообще есть тут? Может, какое-то еще это? Собаки Жужи давно не было. Пропавшая Катя. Лес. Маньяк. ОПЦ. Полинин дом. Мы раньше его не видели. Снегопад приклеился к лицу. И склепы, могилы, кресты. Это что, что-то из Оксимирона? Бяша выполз из ранних сумерек в квартале от назначенного места. Что? Вылез унылый такой? из ранних сумерек? Свежих анекдотов нет? Нет, давай новый свой, якутский. Я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Естественно. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании, по улыбке до ушей становилось ясно, что этот кринжемет все просрал. Скорее всего. Ромка шутливо боднул меня в бок. Ну айда, джентльмены. По-гопнически. Как вы это любите. Этот счастливый, тот несчастный. А ты Ты какой? вот поймешь, на. Так, А ты лишний раз, Беш, не думай. тоже верно. А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится. В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор, переругивались. На крыльце курили хмурые мужчины, скрипел колодезный ворот. Метель обошла поселок по дуге. Ое. Но не она заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути. И то ли мы вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью. Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыбкие тени. Они вгибались по обе стороны дороги. Так, чуть на кого-то кликать, может быть, надо. Смотри внимательно. Внимательно смотри и в чат пиши. Никто из нас не проронил ни слова, ступая на просеку. Сизая дымка струилась над оврагами, ее хвосты завивались в прозрачном танце. В лесу тошнотворно пахло воском, церковных свечей мутило рассудок. Снег чавкал, проседая под подошвами. Точно из Оксимирона что-то. Кочки напоминали, насыпая насыпи на могилах, а кресты заменяли перекрученные хилые деревья. Из заледенелых болот стенала и булькала тьма, злобно завывал ветер. Время перестало иметь значение. Ага, сейчас стемнеет, и ты снова вспомнишь о нем. Об этом времени. Подсказывать сохраняться. Да, спасибо. Подсказывать сохраняться — это важный перк на сегодня. Все-таки мы не знаем, куда идти. Я про тех добрых людей, которые не спойлерят. И вообще, молодцы. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так, Как? поисковая операция начинается. Так, тудудун. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. После целого дня снегопада будем искать следы Кати или похитителя. И желательно, пацаны, поживее. И желательно, пацаны, Николай Соболев. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. А, у вас еще и темно, кстати, да. Не только снег шел, у вас еще и темно. Давай, Косимус, пока-пока. Если что, приходи. Если что, стрим обязательно пересмотри. Ты че, сюжет вообще-то. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья в слабой надежде найти хоть что-нибудь. Хрена лысого мы в таких потемках найдем. Ну, хоть хрена лысого найдите, там, чего ж там. Давайте у золота по домам. Так, снова вид от первого лица. Опа, С. Это ее кошелек или пенал, да? Реально? Его не замело? Давайте уже пойдем по домам. Ага, так, это мы слышали. Чё тут у нас? Чё? А мне сегодня фартит. Бабки нашел? Я, кажется, нашел. Это ж Каткин кошелек. Каткин, да еще и за 5 минут наш. Опа, С. А потом я услышал сдавленный вскрик и не понял, кто кричит: Ромка, Бяша или я сам. В смысле, он как бы далеко стоял. Ага. А потом я услышал... Ага, так, это я уже... Блин, кажется, начинается скримота. Наконец-то я увидел воючую и все не поверил... Воочию и не поверил своим глазам. Там, походу, трупак лежит.
Ну все, самые боязливые, закрывайте глазки. Он чё, седой, реально? Он чё, седой? Абсолютно седой, Бяша. Ни хрена себе. Бяша в ужасе пятился, спотыкаясь, пока наконец не рухнул в сугроб. Блин, если чувак, азиат, посидел за 5 секунд, там, наверное, не только Катя дохлая валяется. Наверное, блин, ну окей. Так. Он протянул руку и увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту. А я увидел, ага. Ну блин, там трупак, скорее всего. Единственный вопрос только, в каком состоянии этот трупак. Скорее всего, в конченом. Бяша взвился, словно ужаленный, и побежал прочь. Ромка не посмотрел на него. Ну, странно, что он еще не блеванул, кстати. Хотя, если нет запаха, возможно... Да, давай сохранюсь, кстати. Не, ну тут нет перепутий. Тут нет смысла сохраняться, да. Ну какой смысл? Здесь нет выбора. Он продолжал глядеть вперед, не моргая, не дыша. А было бы интересно, если бы мы Бяшу не взяли. Получается, он бы не нашел кошелек. Вот оно что. Хорош. Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то неописуемо страшному. Блин, я бы даже не смотрел бы. Я бы сразу звонил копам. Нерешительно отодвинув завесу из мохнатой хвои, за елями показалась небольшая опушка, некогда выжженная точным попаданием молнии. А, да блин, там гараж, в смысле? Блин, а Бяша что испугался? Ну я понимаю, что у меня там флешбэк, но вот это вот-то все. А, в час сохраниться? Так нету выбора никакого, зачем? Зачем сохраняться? Ладно, давай сохранюсь. Ну окей, пока что у нас нет выбора никакого, смысла сохраняться. Почерневшие пни ограждали круг. Посередине стоял черный гараж. Его гладкие стены... Опа, Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Там что-то блеснуло. А, это лампа. Ага. Показалось, что они впитались в себя сам мрак. Я подумал, что гараж — это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Он нечто живое. Насекомое в черном лоснящемся хитиновом панцире. Прожорливый падальщик. Мы таращились на него, а он внимательно следил за нами красным мерцающим глазом. Не, ну гаражей он боится, но ты понимаешь, чтобы человек посидел целиком до бела, там должна быть стая гаражей. Я сказал себе, что просто лампочка, что это просто лампочка. А я повторил, это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько. В этом звуке слышалась угроза. Давай тебе саспенса. Достаточно. Нескучный контент. Ое. Генератор жужжал, как и твоя напуганная задница. Открыто. Ты первый. Че открыто? Я вижу, что открыто. Иди. Я попытался сглотнуть, но рот был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты, внутри клубилась чернота. Ну что за лирика? Я почувствовал прикосновение. Ромка положил ладонь на мое плечо. Пойдем ты. А я тут постою. Он выглядел сейчас старше своих лет. Да что там, Бяша выглядел старше всех нас. Он выглядел дряхлым стариком. Да? Ты что, сбрендил? Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Ты что, гараж убежит, нам нельзя оставлять его. Не будь ты таким наивным, Тоха. Конечно, не буду. Ты видел, у нас кореш убежал седой. Он позовет кого-нибудь, я Ой, надеюсь. Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог. Ха-ха. Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учете состою. Ое, а подохну здесь тебе не западло, кстати. Ох ты ж е-май. Хулиган выхватил визитный нож. Визитный нож и серьезно посмотрел на меня.
Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Эх, Романыч, в тебе вес это килограмм 45. Я думаю, нас этой же бабочкой твоей и зарежут. Если получится, возьмем его тепленьким, пока он не ждет. Вот дурачок. Ну ладно, давай, погнали. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Как говорится, 2 в 1 на ножах. Го. Зверята говорили, что он всего лишь человек из поселка. Ага. Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. И на секундочку, это 2 шестиклассника. Так что решайся. Вот тут надо сохраниться, кстати. Вот тут надо сохраниться. Там не надо было. Вот это я переписываю. Yes. Ну, а давайте теперь корешим. Ну, окей. Какая нафиг милиция? Мы пришли сюда зачем? Чтобы запотели наши ягодицы? Или чтобы в милицию ходить? Конечно же, 18+ подразумевает ягодицы. В гараж там, ну естественно, подожди, в гараж, конечно в гараж. Я думаю, что в гараж. Какая в милиция? Ну, все. Богдан, ты поддерживаешь? Ну-ка, сейчас я дождусь императора. Богдан, ты поддерживаешь или ты не смотришь? Ладно, все, погнали в гараж. Император занят. Очень, все, император согласен. Погнали в гараж. За скримерами. Поехали. Сейчас начнется жопа. Мы приблизились к постройке. Блин, ну это тоже превью, конечно. Блин, здесь столько материалов для эдитов, я тебе скажу. Много анимации и всякой крутой. Из короба не доносилось ни звука, только гудел генератор. Ромка постучал костяшками по воротам, убеждаясь, что они не собираются превращаться в хищные челюсти. Я сейчас чувствую, оба седые уйдете. Осмелев, он распахнул двери пошире и принялся ощупывать проем в поисках выключателя. Вот бы ребятам сейчас мобила бы не помешала, да, во всех смыслах. Помоги-ка мне. Ох, я сейчас чувствую, там будет такой симпатичный вид. Поехали. Уф. Ну хорошо. Это похоже на гараж и немножко на пыточную. Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструментами по бокам, какие-то канистры и тряпки, да накрытая чехлом машина. Ни маньяков, ни жертв. И я даже усмехнулся от облегчения. И прочел то же самое эмоции на лице товарища. На секундочку замечу, я не заметил дороги возле этого гаража. Он стоял посередине обгоревшего леса. Там не было дороги. Ну, только если это не машина времени, оснащенная телепортом. Ромка вошел в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Запомним его молодым и красивым. Скорее всего. Пошарил среди пыльных полок, посмотрел на меня. Но с другой стороны, можно будет перед Полиной объясниться. Там, в кино, не в кино. Домино, не домино. Так, что-то написано здесь, да? Я расхрабрился настолько, что решил перешагнуть порог. Смотри какой. Блин, классно. Здесь пылинки подсвечены, видишь? Ой-ой-ой. Да тут тоже можно саспенс нагнать. Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. В углах, как паутина, налипла тьма. Паук, если он и был, давно покинул гнездо. Слушай, я думаю, если бы паук покинул гнездо, генератор бы не был включен. Ой, сейчас я чуть не накекал от этого звука, кстати. Оу. Почему мне так напоминает алтарь? Точно, гараж — это церковь. Я тебе говорю, ну тут стены исписаны, как в Dead Space. Сделай нас единым, все дела. А здесь атрибуты нечеловеческие таежной религии. Ой-о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 й, разработчик. Ты решил сюда сектантство подключить? Я не хочу видеть иконы этой звериной веры. Древние письмена и железные реликвии.
Да это же просто хлам. Никому тут не молятся, не бывает таких храмов. А воск на столешнице, потому что электричество часто отключают, а хозяин работает при свечах. Ну, вот крюки для мяса меня немного смущают. Остальное, в принципе... Ну и надписи на стенах. Ты бывал в гаражах? Я не видел там обычно этого. Так, стоп. Так, мы смотрели туда. Давай теперь посмотрим сюда. Отсеченные конечности, груды фарша и головы, облепленные мясными мухами. Вот что я вижу, заглянув в этот ящик. Как в «Ночном кошмаре» старая версия «Поле чудес», в котором ведущий, хохоча пускает слюну, вынимает из коробки истекающие гноем порезы. Антон, блин, ты точно нормальный? Диля, привет. Готовься? Ну как готовься? Я не могу. Но наяву ящик пуст. Если там что-то и было, это убрали с глаз долой. Поговорить. Не надо говорить, подожди, нам рано говорить. Ржавые железяки, похожие на стальные клыки, и пасть этого черного мерзлого места или пыльный инструмент средневекового палача. К таким прикоснешься, и пальцы сразу... И на пальце сразу расцветет рана, или порез просочится, порез просочится инфекция от ржавчины и засохшего жира, и сгниешь заживо, естественно. Там на щипцах что-то багровое, надо подойти и проверить. Краска? Это просто краска. Ну, естественно. Это машина. Что же еще? Просто авто... то есть мы предполагаем, что это машина. Накрытой тканью. Внутри никого нет. Ни живых, ни мертвых. Вонь застарелой крови. Она? Она только у меня в голове. То, что находится под мешковиной, пахнет машинным маслом. Не более. Правда. Тусклый свет не протекает туда. В темноте может быть что угодно. Вдруг она посмотрит на меня в упор, прячась за кружевом паутины. А если встать на цыпочки, пыль и рухлядь. И что-то я прочитал, даже не понял, что. Что ими сжимали тисками? Нет, все остальное это рабочая атмосфера. Что хрустело между металлическими челюстями? Что лилось из верстака, из ревущей плоти? Чугун от длительного использования совсем раскрошился. Это обыкновенные слесарские тиски, такие же стоят в кабинете труда, тиски для деталей, а не для жертв. Капли масла, а не крови. Звучит как оправдание. Но мы все перечитали, а это значит, что время поговорить и немножко помолиться. Ржавый хлам. Только не снимай простыню. Оказывается, это место капец какое унылое. О, да. Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? Блин, мне кажется, ли вы начали отсчет до полной жопы? Мне это не нравится. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Ага, я чувствую, мы уже ушли, уже все. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Ну, Бяшу уже можно в больничку сдавать. Я не уверен, но мне кажется, что когда человек седой, за секунду у него наверняка отлетает, например, иммунитет сразу. Потому что это ультра стресс. Это просто хедшот. Быстро 5 раз нажимать? Нет. Пожалуйста. Я надеюсь, его не съедят заново, как в этих страшных черно-белых японских комиксах. Я вышел под снегопад. Ой-ой-ой, он на кого-то посмотрел. Ромка... Почему у меня мурашки по затылку? Ромка уже топал к выходу, когда вдруг остановился и задумчиво поглядел на автомобиль. Я дам тебе немножко саспенса. Блин, перестаньте писать секунды до жопы. 1 секунда. Все. Ай, хорошо, ладно. Мне нравится. Я смакую момент просто. Очень хорошо. Так, и все. Не закрывай глаза. А ты закрой, если боишься. Понеслась. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Да радуйся, что с руками хотя бы. Дай-ка я хоть магнитолу скручу. Ой, дурак. Ой, дурак. Обожди минуту, я мигом. Как можно процитировать здесь классика? Не надо этого делать. Не надо. О, Катя Катерина, ты меня тут позвала. Из-под чехла раздался всхлип. Я надеюсь, у нее конечности на месте. От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб.
А я плюхнулся. 0-0. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мне не нравятся эти цифры в чате. Я посмотрел, как вдруг дергающаяся ткань. Что? Как задергалась? Что? Как вдруг дергает за ткань, но побежать прочь не хватило сил. Ноги словно примерзли к земле. Крюки мне не нравятся. Ромка справился без меня. Вспоротый... Фу. Хоть не живот. С помощью ножа чехол полетел в сторону. Под ним не было автомобиля. О, черт. Я так и знал. Нет. О, это что? Это штука для фарша. Немножко слезок у меня на глазах только что. Там, вырастая из пола, блестела машина с маслом, огромная мясорубка. Рил? В смысле? Мы тут детей будем есть? Там еще кто-то живой? А, черт. Только не включайте генератор, пожалуйста. Я видел такую в одной из передач до 16 и старше. Я бы даже сказал до 18 и старше. До 16 и старше советская российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи. Беспризорность движения рокеров, тема наркомании. Ну, короче, интересная информация для тебя. Вот здесь прям на паузе есть что. Промышленная машина, которая в фабриках, на которой в фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы. Оу. А что ты смотришь, блин? Доставай быстрее. В мясорубке, напоминающей зев кровожадного цветка, в венериной мухоловке находилась связанная Катя. Ну, походу, сейчас, да, начнется, походу. Ну, блин. Рубильник должен быть на машине. Но есть ощущение, что он включится как-то автоматически. И, наверное, слабонервных я попрошу закрыть глазки и что-то поделать. Да и я сам, наверное, закрою. Она очнулась словно... Странно, что она не орала все это время. Ото сна ее глаза округлились от страха. Кляп позволял лишь хныкать и мычать. Скорее сюда! Рома, не скорее сюда. Волоки ее оттуда побыстрее. Она на лезвиях сидит. Я сбросил с себя отрыбь, как тяжелый чехол, и рванул в гараж. Ой. Я, конечно, фантазирую разное. Тем временем Ромка почти взобрался на стальную душегубку и взял Катю под мышки. Вероятно... Ой, ты серьезно? Какую-то кнопку, придурок? Ты серьезно? Не мог... Чё? Не мог не зацеплять какие-то кнопки на машине? Загудел механизм, звук наполнял рычание. Короче, зашумела машина. Ромка закричал испуганно, явно осознавая, что наделал. Так, а был у нас вариант не идти с Ромкой, идти одному? Черт, выключи ее! Да уже жми кнопки, ты же у нас специалист по ним. Я сейчас, держись! Блин, господа, вы можете просто вытащить тело? Пожалуйста, не надо жать кнопки. Ничего, ни одна чертова кнопка, ни один тумблер не смогли остановить этот жуткий скрежет жерновов. Не работает! Ни хрена не помогает! Ну, получается, до свидания. Помоги мне! Посмотрим, на что способны художники данной картины. Мы согнулись над Катей и рванули ее за локти. Ну, без ног человек недолго проживет, конечно. Особенно, если рядом два идиота. Внизу-то работали спирали. Сначала медленно, но с каждым витком набирали скорость. Ну, подождите еще немного. Раздался хруст. Так костер поедает хворост. Так вариантов нет, можно только спасать. О-о-о-о. В смысле? Это, блин... А? Я жму, я не знаю, что жать. Ничего не работает. Я жму спасать, и я не знаю, куда спасать. Мне кажется, ничего не происходит, правильно?
А, окей, я понял. Лезвие раздробили таз. Запенилась кровавая каша. Катя выла на одной безумной ноте. Глаза вылезли из орбит, и белки стали красными от лопнувших сосудов. Лезвия дошли до живота. Легко выгребли из плоти сизые трубки кишечника. Так Оля наматывала спагетти на вилку. Вонь внутренности распространялась по гаражу. Я больше не пытался помочь Кате, в этом не было ни малейшего смысла. Голова девочки свободно болталась, мутные глаза смотрели в пустоту. Мясорубка перегрызла ребра, поглотила едва оформившуюся грудь. От кровяного давления лицо Кати потемнело, алые струйки сочились из глаз и ушей. Катя умерла, но механизм продолжал работу. Волосы попали в лезвие, и скальп с сочным хлюпанием отделился от черепа. Кожа лица съехала вниз, гримаса смерти заставила меня отшатнуться. Я ощутил руки на своем теле и решил, что сейчас меня швырнут в раструб в качестве десерта. Что я смешаюсь в единый фарш с Катей. Но Рома тащил меня прочь. Из металлического хобота механизма шлепалась в поддон толстая колбаса, кровянка с застывшими волосами и костями. Какого хрена ты стоял как вкопанный? Мы же могли успеть ее спасти! Вот уж не думал, что ты ее так сильно ненавидел. Надо убираться отсюда. Не такая реакция у людей, которые видят такое, я тебе так скажу. Особенно укорение Ромы немножко тоже не в адеквате. Я думаю, ребята бы болевали. Оба жестко, долго. Я взял горсть снега, запихнув себе в рот, прожевал, рухнул субстанцию. Рухлую субстанцию. Ну давай поговорим о том, кто кого ненавидел, там еще повыясняем отношения. Рома стоял на коленях, утирая лицо снегом. Ну, снежком. Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногтями за лед. Кашляя, точно пытаясь отхаркнуть воспоминания об увиденном. Вы видели Бяшу? Он просто гараж увидел. Ну, как вам объяснить? Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука, ни ломающихся костей, ни предсмертной агонии Кати. Да кажется, и я уже теперь тоже не смогу. Рома пополз ко мне на четвереньках, и на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. Ладно, про Бяшу я уже говорил. И теперь, как дикий звереныш, прыгает, перегрызет мне глотку. О, такого лица я тоже еще не видел. Я не понял, в смысле, этот придурок, который нажал кнопку, меня обвиняет в том, что я кого-то не спас? Дайте ко мне нож. Но он взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Антон, здесь только ты не сошел с ума, если честно. Никто не должен узнать. О чем ты? Никакой милиции, слышишь? Катю по частям мы не соберем. Я не планировал. Просто я не хочу, чтобы следующий там кто-то был другой. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Но ты говорил... Рома, это точно не твоя мясорубка, я тебе говорю. Говорил. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. Точно. Я же мог ее спасти. Ну блин, дружище, отпечатка колена там вряд ли осталось. Но мясорубка точно не твоя, поэтому... Если вы скажете, что вы найдете фарш, вряд ли Катя соберется обратно и скажет, что было не так. Нечаянно. Ну, это, конечно, как говорится, и звание кринжемет года достается Роману Романовичу. Попробуй докажи. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Ну, естественно. Я за решетку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. Поешь там котлетки с пюрешкой, как говорится. Блять!
А жизнь ведь только начала налаживаться. Ну, я так бы не сказал. Мы не можем просто так. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. Ах. А иначе он произнес, но читалось в его тоне. Yes. Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из машины. Рома был прав. Даже если Тихонов поверит нам, гараж к тому времени может исчезнуть. Чудесным образом перенестись на другую поляну, в другую часть этого чертового леса. Пожалуйста. Эх, Роман, к психологу бы нам всем. Кто-то должен защищать Полину. А как? Чтобы нам защитить Полину, нам надо просто придурка к машине не подпускать, и все. И Олю, подумал я, медленно кивая. Хорошо. Хорошо, это не хорошо, это просто великолепно. Я боялся, что не сдержу слова. Что мама прочтет все на моем лице. Я думаю, что она поймет все по твоему заиканию. Которое наверняка... Я вообще, конечно, даже не... Ну, тут, конечно, было бы интересно показать кадры и послушать мнение специалиста. Я раскалюсь, просто упаду перед ней на пол и буду рыдать заблеванный и обоссанный. Вот это должно быть написано. Я еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке называл домом. Я просто в шоке. Типа, знаешь, мамы, они иногда чувствуют, когда ты возвращаешься и 2 получил. А когда ты перемолол одноклассницу, ну, это должна быть очень плохая мать, чтобы не заметить этого. Входная дверь была открыта и чуть-чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что по ней что иней покрывает мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки. Будто стая падальщиков почуяла добычу. Мне не нравится, что здесь темно, но анимация красивая. Я вообразил 3 мясорубки в разных частях дома и 3 близких людей, перемалываемых лезвиями. Пожалуйста, только коленками не нажимай ничего на них. Я осторожно перешагнул порог. Вдруг услышал, как кто-то говорит на кухне, но это был всего лишь приемник. О котором мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. Так. Отец призвал жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Пора, Артем, чинных пока. Сверху тоже доносился голос. Впервые звуки ссоры действовали успокаивающе. Я представляю. Я согласен тут. Заскрипели протяжно ступеньки. Я сделал шаг, а сердце в это время ударило 5-6 раз. Какие прекрасные диссонансы. О, новый саундтрек. Я не слышал такого. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятне света... в пятне света выступил театр теней. Черный силуэт исполнял танец ненависти. Мамины кисти взметались к потолку, когда она шипела на отца, а он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И все из-за тебя. Так, ну окей. И не ври, ты видел его в поселке. Кого, блин? Человекоеда? Он вычислил, где мы живем. Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Кем работает наш батя, блин? Он техник на мясокомбинате? Кто мясорубку притащил? Я пробежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняя отношения, высыпали взаимные обвинения. Ну, блин, ну речь же о каком-то человеке идет, правильно? Отец низко по-звериному зарычал. Пусть они прекратят. Так, Оля в шоке. Хорош. Оля за мной в шоке. А, ну тебе видно.
Оля стояла в коридоре, прижав ладони к ушам. Я отогнал видение, в котором сестру поглощают лезвия мясорубки. Но метафора подходящая. Опухшая от слез личико заставила меня похолодеть. Блин, Антон, у тебя насыщенный день просто, даже не по-конски. И почти вытолкнула меня из мыслей кровавый образ... И вытолкнула кровавый образ Кати. Нет, это неправда. Случилось. Они разведутся. Эх, Оля. Я тебе хочу сказать, не самый худший вариант в наших обстоятельствах. Я обнял сестру и прижал к себе. Так, окей. И язык отказывался повиноваться, искать утешения. Крики будто звучали сразу повсюду. И справа, слева, и сверху, и снизу. Били по макушке. О, еще один новый арт. Ругань попадала нам в головы. Мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбежки беженцы. Я хочу уйти. В свою комнату. Нет. Дальше. Блин, только в лес не уходи. Хотя есть у меня один уютный гараж. Отведи меня в Небыляндию. Ты обещал. Я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимо вибрирующей яростью спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? В эти минуты я презирал их сильнее, чем они раздирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям. Колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Блин, у чувака, конечно, такой жизненный экспириенс. Я пытался помочь одной девочке. Ой, Антон. Ты помог ей? Не думаю. Ну, как сказать? Это жестко. Что-то стукнуло о карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Как тебе сказать, Оля, я уже, как говорится, все жду. Я не ответил. Отпустил ее запястье, она всхлипнула испуганно. Я прошел по комнате, морщась от каждого родительского вскрика. Билась посуда. Папа с мамой переместились на кухню. Так, ну тут можно не сохраняться. Опа, туса. Я одернул штору и рывком распахнул окно. Кайф? Кайф. Не кайф, а услада. Ты чё? Пацаны, чё там, котлетки с пюрешкой? Совушка, медвежушка, волчонок и, конечно же, Алиса все были в сборе и махали снизу. Оля ойкнула, завидев девочку-птицу. Как вы узнали, что это девочка? Может быть, это бабушка? Я же говорила. Да, знаю. Я тебе всегда верил. Я верил, я Кто они? сам с ней общался. Это мои галлюцинации, познакомься. Помимо страха в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Ну, либо людьми, которые перемалывают одноклассниц. Жестко. Это точно, столько котлеток не кушат их. Только не во все игры играть, а то у меня лапка болит. Блин, это реально Семен, да? У него ж палец отрублен. Походу. Ну, и если они реальны, окей, это не глюки, то походу, да. По чуть-чуть. Это, И потом отдохнем. это походу демоны? Yes? Демоны убитых детей, походу. Там, видишь, просто такой прикол, что, видимо, всех остальных перемалывали целиком, а от Семена остался палец, и поэтому у демона нет пальца. Может быть поэтому? Да, это, походу, это демоны. Черт побери. Тем более, если здесь религиозную, скажем так, запятую поставили в гараже. Хотя фиг его знает, может и нет. При виде Алисы сердце забилось сильнее, а внутри голос буквально кричал: «Наконец-то она здесь!» Антон. Они знают, как попасть в Небыляндию? Да.
Они знают, где двери, только там надо кнопку нажать каким-нибудь придурком. Я приглядывал, глядя на зверей. Может быть, пойдем и узнаем. Пойдем, да прям в окно идите. Может быть, так будет даже проще. Фигурки рослинных друзей обещали избавить от гнева, горя и ужасов ночи. Это Оля в новом скине. Пончик и котик, привет. О, Зигазага. Зазигалка. Зазигалка, привет. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. О, еще один новый скин подъехал. Там прозвучало импотент, если ты не слышал. Мама лаяла от отца отрывисто, как дикое животное на передаче Николая Дроздова. Николай Дроздов в мире животных обозревал. Ладно, вот тебе. То вдруг ты не знаешь. Вот Николай Дроздов, советский российский ведущий, там, прочитай. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Если сейчас появится еще один зверь, то это стопудово демона. Как же долго! Пока мы вас домоседов ждали, то чуть не состарились. Да, ты не грусти. Она прижалась еще сильнее, потому что когда Алиса была у нас, когда мы с ней познакомились, Катя еще была жива. Соответственно, это не демон Катя. Оказывается, ждать так утомительно. Фу, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла куда. Оля осмотрела сову с подозрением. Блин, крутые новые арты. Я в шоке. Я так долго ждал новые арты. Кайф. Она хихикнула, когда вдруг перекувыркнулась. Когда та вдруг перекувыркнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Ё-моё, акробатика какая-то подъехала. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Конечно. А как тебе та девочка, которая стала котлеткой? Меня зовут Оля. Или пелемешками? Раньше я просто тебя боялась. И Антон стоит как этот, как ветеран Афгана. Подергивая. Наша совушка. Подергивая глазом. А волчонок, кстати, да. Может быть, у нее совофобия? Да, совофобия. А это лечится? Инстинкт самосохранения это называется. Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Да. И мясорубок. Иначе с нами можно умереть от страха. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в трубочку. И начинается приступ. И после всего, что я видел в гараже, встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку журчания, которая глушила все дурные мысли. Но это все еще напоминает его галлюцинации, потому что когда он их видит, он абстрагируется от реального мира. И поэтому у меня до сих пор ощущение, что это его, типа, альтернативная реальность, чтобы... Короче, организм отгораживается от большого стресса глюками. Но, с другой стороны, Оля их тоже видит. Скорее всего, возможно, они подыгрывают друг другу просто, типа, он ей что-то накидывает, вымышленных персонажей, а она, как ребенок в стрессе, тоже делает вид, что с ними разговаривает. Прикольная теория. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лиса разжала свои объятия и присела рядом с Олей. Единственное, смущают только предметы, которые появляются. Которые, типа, лиса передает Антону реальные предметы. Типа, фантика и маски. О, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Блин, она не зверь, она человек. В смысле прятал. Она ребенок, который жил в доме у себя. Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. Я сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто!
Поехали, чё? Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? А где волчок? Глаза сестренки округлились. Нужно идти по сладкой тропинке. А знаешь, как найти Катю? Никто не знает. Я в шоке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Конфета-маска, кстати. О, Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно и кивнула. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Разберемся. Почему? Ты мне не рассказывала. Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Ой. Мультики? А, нет. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом. Точно. А не, вон волчок идет. Волчок идиот, кстати. Оля инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Вот так дети уходят в лес навсегда. Вот, кстати, тебе иллюстрация. Если ты будешь плохим родителем, вот так уходят дети в лес. Пока ты там орешь. Вы такие бодрые. На вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. А то в щеку. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Хорошая картинка, добрая. Скажешь тоже. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет, чем я поверю в байки лисицы. Ой, 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 ой. Угощения переливались на снегу. Медведь чихнул и достал из уха Мишки на севере. Это название конфеты. Вздремнул часок. А уж потом пересчитал все эти шоколадки. Of У course. меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Класс, класс, класс. Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Бам! Это зефир? Что-то круглое прилетело мне в лицо. Не подбирай, он испачкался. Да ладно, это снег. Ты что, веришь в микробов? Ты что, Лукашенко? А ты нет? Я их не вижу, а ты? Раньше верила. А потом умерла, да? Стройные сосны-великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова валил снизу вверх в крайне черное, в бескрайнее черное небо. Но это тоже вот уже говорит о каких-то глюках, да? Что снег снизу вверх, у нас тут все нормально. Сугробы полыхали точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. Ну, подожди. Родители пугали лесом, снегом и совой. Это что-то из Оксимирона снова? Блин, надо переслушать. Ну, а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Раунд. Я старался не упускать из виду Олю, но это было довольно сложно. Сестра то кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то, смеясь, выпрыгивала на тропинку. Нас как будто бы заманивают, кстати, конфетами, возможно, в мясорубку. Совушка пронеслась над нами, села на ветку и заухала, мотая головой. Волчок вскопал мордой снег, вытянул горсть жвачки и проглотил, не снимая обертки. Так он и умер, кстати, скорее всего. Будет несварение. У него будет не сварение, у него будет слипание жопы. Волк испугался и выплюнул жвачный ком. Враки, злые собаки. Враки, дохлые собаки. Мишаня, здорово. Нет никаких несварений.
Это точно. В мире... Эта чушь случается только со взрослыми. В мире духов несварения не бывает, все правильно. Алиса встала как вкопанная и важно отодвинула полог переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. Естественно, зефирный замок. За преградой была поляна, а в ней серебрился дворец изо льда. О, это все взаправду? Это все взаправду, господа. Никакого вымысла. Щипнуть тебя. А вот тут уже 18+ подъехал. Ага. В гараж не ходить? Ха-ха. Не пойду. Не надо ее щипать. Не надо щипать ее. И вот это вот там что-то ты в руке держишь, спрячет это все. Ты чё? Мы смотрели на сверкающее чудо. Башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Красота! Где-то ласково звенел колокольчик, отчетливо пахло шоколадом и жареным сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось, мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Кстати, лампа на этом замке как на гараже. Обрати внимание, отмотай. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Это как раз был последний кадр, который я заметил с гаражом. Ага, угу. Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Он был таким, как я его себе воображал давным-давно, когда еще верил в мамины сказки, высоким и сильным, и косматым, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга. Понтон? Он сказал понтон? Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Добирались на старославянском, говорит, смотри-ка. Давай я сохранюсь, но я не знаю зачем, потому что у нас пока нет выбора. Выбор будет, тогда еще раз сохранимся обязательно. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Махом. И Антон такой, да, без происшествий. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко и беззаботно, словно был ее ровесником. Знаю, все знаю. Мне мои друзья докладывают. Ты слышал его смех? Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Если что. Не кажется ли он в конце как будто бы больше стонет, чем смеется? А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до Луны, но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао и халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. А сейчас что будут? Котлеты? Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Of course. Но есть правила. Надобно вам 3 дедушкины загадки отгадать. Попробуйте.
Of course. Так, слушай, а я, знаешь, что думаю? Я думаю, что мы разделим эту главу на 2 части. Потому что мы подходим к порогу нашего стрима. А еще я знаю, что будут события и мини-игры, и Дедушка Мороз. Поэтому я на этом сохранюсь. Вот здесь. И на сегодня все. Подписывайся на канал Public Steam Instagram, комментируй, ставь лайки. И до встречи на следующем стриме, буквально завтра. Пока!